Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами хочу поделиться рецептом очередной закуски из баклажанов. Есть немножко баклажанчиков, всего 900 грамм, 6 штучек. Баклажанчики такие не крупненькие, среднего размера. Отрезаю плодоножку. На плите у меня уже вода стоит, закипает. Будем мариновать баклажаны по-быстрому. Сегодня мы сделаем, а завтра мы можем уже его кушать. Хотите, кушайте через 2-3 часа уже. Все плодоножки мы отрезали у баклажанов. Вода закипает. Закладываем баклажанчики в кипящую воду. Варить будем с момента закипания повторного. Будем варить где-то минут 5-6. Потому что баклажанчики у меня не крупненькие. Были бы крупные, варили бы дольше. Варить будем баклажанчики до мягкости, но главное правило в этой закуске: баклажаны не переварить. Лучше чуть-чуть не доварить, чем переварить. Баклажаны время от времени переворачиваем. Пока баклажанчики варятся, я буду готовить маринад. Наливаю в кастрюлечку 200 мг водички. Кладу 1 столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара. В кастрюлечку отправляю пару горошин душистого перчика. Будет вполне достаточно. И несколько горошин черного перчика. 3 маленьких листочка лавровых, 2-3 столовые ложки растительного маслица, положила 3 ложечки. В этот же маринад отправляю 1 чайную ложку уксуса. Уксус у меня 70%, не хватит, потом добавим. Сейчас баклажаны сварятся, и мы поставим маринад на огонь. Еще 1-2 минутки баклажанчик поварится, и будет он готов. У нас сегодня очень жарко, на улице плюс 30. Баклажаны готовы, выкладываю их. Баклажаны все выложили, убираем сковородочку и маринад отправляем на плиту. Маринад готов, я его отключаю. Мне немного не хватает уксуса, поэтому я с пол чайной ложки уксуса добавлю еще. А вы кладите уксус по своему вкусу. Все, маринад готов, получился очень вкусненький. Теперь, пока баклажаны остывают, подготовлю овощи. Тут у меня болгарский перчик, долганский такой. Считается, что он полуострый, но он не острый. Горечи практически у него нету. Сладенький. Нарезаю произвольно. В этой закуске болгарский перец будет вкусненький. Нарезаю зелень. Тут у меня чуть-чуть кинзы и чуть-чуть петрушки. Смешанная зелень. Нарезаю. Здесь остренький перчик, кончик не отрезаю, он немножко подсохший. Тоже тоненько нарезаю. Этот момент вы можете пропустить, если вы не любите остренькое. У меня этот перец очень остренький. Тут у меня 6 зубчиков чеснока, тоже нарежу пластиночками. Баклажанчики немножко остыли, нарезаю. Нарезайте произвольно, как вам нравится. Хотите кружочками, хотите ромбиками, хотите просто брусочками. Сейчас могу нарезать вот так вот полукружочками. А это вообще наискосок вот так порежу. Пусть будут разные формы. У меня на канале уже есть 3-4 закуски из баклажанов. Из баклажанов можно приготовить очень много закусок. Баклажанчики сварились как раз в меру. Варились у меня 7 минут. Собирать буду в контейнер. Будем укладывать слоями баклажанчики. Отправляю сюда болгарский перчик. Тут несколько кусочков остренького перчика. Немножечко чесночка. Немножко зелени. Уже красиво. Еще 1 слой баклажанов. И так можете бесконечные слои укладывать. Все будет зависеть от вашей емкости. Как наполнитель можете добавлять любые овощи, какие вам нравятся. Ничего лишнего не хочу. Меня устраивает такой состав. Это будет очень вкусненько. И теперь заливаю все это нашим маринадом. Завтра вы можете наслаждаться
маринованными баклажанами. Закуска готова. Посмотрите, какую прелесть мы с вами приготовили. Еще она не готова, но глаз радует однозначно. Рекомендую приготовить по такому рецепту быструю закуску маринованные баклажаны. Я уверена, вам понравится, и ваши домашние тоже по достоинству оценят эту закуску. Готовится очень просто, готовится быстро, готовится из доступных ингредиентов. На выходе получается очень вкусненько. Через 2-3 часа вы можете кушать, а если ночь постоит в холодильнике, будет еще вкуснее. В холодильнике можно хранить довольно-таки долго. Я готовлю вот так понемножечку, чтобы каждый раз свеженькое приготовить. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, экспериментируйте на своей кухне. Радуйте своих родных и близких, кушайте с удовольствием, кушайте вкусненько и будьте здоровы, всем мира и добра. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.